Здравствуйте всем! Сегодня я хотел бы с вами поделиться вот информацией о такой вот штучке. Заказал из Китая с AliExpress. Называется Wire Stripper. То есть, по-русски говоря, инструмент для зачистки проводов. Приходит в таком блистере упаковки. В принципе, какая-то информация. Вроде как зачищает провода от 0 до 6 миллиметров, соответственно, по площади. Есть какие-то механизмы для обжима наконечников изолированных или не изолированных. Ладно, сейчас разберемся. В общем, прибор такой симпатичный, выглядит весьма эффектно. По идее, не должен потеряться где-то в пределах стройки. Так, что же, попробуем протестировать. Тестирование начнем со стандартных кабелей освещения. То есть, это у нас кабель 2 на... Сколько? 1? 2 на 1,5. Здесь плохо видно. Вероятно, там написано 2 на 1,5. Вот видно, отлично. Пробуем зачистить их. Провод целенький. Так, ну давайте кончик. Как надо определять только, где он будет зачищать, непонятно немножко. Ух ты, вот эта красота. Видели, да? То есть буквально какая-то полсекунды. И провод уже зачищен. Пробуем еще раз. Вот это вообще замечательно. Да, это действительно эффектная штучка. Ну-ка. Так, вот местами он начинает рвать. То есть есть минусы. Не всегда можно угадать, где именно будет. Да, не всегда можно угадать. Вот видите, он по идее вот здесь начал прорывать, а оторвал в итоге здесь. Но тем не менее на проводах 1,5 миллиметра он дает явный прирост скорости зачистки. Теперь пробуем стандартные кабели для розеток 3 на 2,5. Зачищаемся. Так, на начало кончик. Так, попробуем. Идеально. Прям больше и не надо. Так, а если побольше взять? Так, что произошло? Опа. Не хочет. А почему он не хочет? Интересно. Что-то уже сломалось, похоже на то. Так, что-то зацепилось. Возможно, это является проблемой. Ну-ка, чуть подальше. Походу он не может согнуть сам кабель в этом месте. Из-за этого, да. Из-за этого он не мог зачистить. То есть, о чем я говорю, вот эта вот оранжевая штучка, вот это вот, она немножко мешается нам в данной ситуации. Так, пробуем сейчас снова кончик на начало, не доходя до этой штучки. Опа. Да, и он очищает ровно, соответственно, по вот этой линии отрывает. Так, сейчас немножко сгибаем, чтобы не мешалось. Провод. Так. Пробуем. Да, действительно. Весьма удобно, кстати, да? Это, конечно же, не Knipex какой-нибудь, но определенный прирост скорости работы явно у вас будет. Ну-ка, давайте еще скорость попробую зачистить 3 провода. Ой, плохие провода, надо их сначала немножечко одинаковыми сделать. Секунду.
Так, давайте засекаем на скорость, сколько он займет зачистка. Так, поехали. И все. Таймер нужно остановить. Ну, однозначно, с плоскогубцами я бы это делал много дольше. Хотя явно результат немножко неровный получился, но все-таки я считаю, что неплохо. Так, фокус. Дай мне фокус. Камера не хочет работать в фокусе. Отлично. Так, ладно, это замечательно. То есть стандартные все кабели у нас проходят. Давайте пройдем более тяжелым. Это кабель 4х3. Вернее, 3х4. 4 миллиметра квадратных сечения кабеля. Сейчас я, возможно, найду его. Но, скорее всего, нет. Ладно, в общем, это 4. Для примера, почему это 4, вот он, шестерка. 6 квадратных миллиметров. Здесь отлично видно. Фокус, фокус. Давай, давай, ты сможешь. Дай мне фокус. Не хочет на фокус, секунду. Вот, отлично, есть. 3х6. Все. Вот, и видно явно, да, что эти кабели отличаются по толщине, то есть это толще. Вот, это у нас четверка, и он больше, соответственно, чем вот этот. Явно больше. Это у нас четверка. Ладно, пробуем зачищать четверку. Раз. Это на этой же. Так, вот. Их много. Да. Три. Да, тут единственная проблема, что нужно это потом все снять, всю изоляцию с провода. Ну, в общем-то, результат неплохой, да, то есть зачищает. Так, а это что такое у нас? Ага. То есть зачищает он кабель все-таки такой толщины уже не идеальной. Вот здесь вот видно. Да что ж такое сегодня так? Вот оно. Видно всякие заусенцы, которые он уже сделал. Здесь вот эти заусенцы видны тоже. То есть, естественно, их не было изначально. Похоже, он на кабелях большей толщины уже начинает работать чуть хуже. Возможно, я просто неправильно им пользуюсь. Тоже может быть. Инструкция по применению. Что тут? Нет тут ничего. Так что будем считать, что им нельзя неправильно пользоваться. Вот. Ну, в принципе, неплохо. Так, перейдем к мастодонтам. 3х6. Осилит, не осилит, как считаете? Напишите в комментариях, прежде чем я попробую. Написали? Ну что ж, пробуем. С первого раза не осилил, хотя изоляцию содрал, но зато со второго смог вполне неплохо, но опять же, ну, фокус, вот он есть, вот он заусенец таки появляется небольшой. Пробуем еще разок. Так, возьмем кусочек маленький. Вот. С маленьким кусочком он справился быстро. Ну-ка, подальше возьмем. Там он не может его согнуть, по идее. По идее, будет какая-то проблема. Вероятно, или нет. Что это вообще такое? Что это за механизм такой? Нам нужен как-то или нет? Непонятно, вот, честное слово. Попробую его немножко повернуть, возможно, будет лучше. Да, действительно стало лучше. Что это? Ограничитель какой-то или что это? А, смотрите, его действительно не убирают. То есть это действительно, походу, ограничитель какой-то, который обыденный, господи боже мой. Еще так тяжело проворачивается, я думаю, как бы не сломать так. Это типа не падал, что ли?
Ну-ка, давайте попробуем где-нибудь вот здесь теперь. Так, мы знаем, что по идее где-то вот по вот этой линии он должен отрезать. По вот этой части. И действительно он так и делает. Потрясающе. Вы слышали хруст изоляции? Это прям существенно, я хочу сказать, существенно. На таком толстом кабеле снять изоляцию — это в принципе проблема. Вот так вот руками, допустим, ножиком это делать. Прям ровненько, прям трепает, господи. Да, только потом его снимать, конечно, надо. Так, ну для эксперимента давайте попробуем. Секунду. Давайте я попробую этот же кабель сейчас зачистить при помощи плоскогубцев. Ну, вот этих вот. Как-то вот так вот. Но при этом здесь очень хорошо видно. Я сказал, видно, да, вот. Видно, что здесь я повредил. Здесь вот и с этой стороны тоже. Нет, с этой стороны нет повреждений, но здесь вот прям достаточно глубоко я зашел. Секунду. Достаточно глубоко я вышел, получается. Толстая какая изоляция-то. Так, ну, фокус, пожалуйста. Дай мне его. Отлично. Вот она видна в боковом освещении, вот это вот повреждение. Так, а как бы получается здесь его, по идее, нет, да? Или есть оно? Ну-ка, пробуем. Очистили. Да, очистили. Сняли кусочек изоляции, хотя плоскогубцами, я думаю, я бы его вообще не снял здесь. Нет, все равно заусенцы есть. Да, заусенцев весьма много вот здесь вот и так далее. То есть есть такие проблемы у этого инструмента. Ладно, перейдем к более интересным задачам. Вот я подготовил, немножко почистил витую пару. Хочу посмотреть, сможет ли он зачистить вот эти тоненькие провода. Я даже не скажу, какое здесь сечение, это 5Е категория. Вы можете посмотреть в интернете, какой диапазон сечений у них есть. И на удивление, он его зачистил. Он его не оторвал, как я думал. Я думал, видите, я попробовал это быстро сделать. Так, а два сразу, допустим, что сделается? А ничего не сделается. Нет, он его зачистил оба сразу. Правда, не с первого раза, но тем не менее, вот видна изоляция на обоих проводах. Вот она. Тяни. Ну, видна. Где она видна-то? Видна изоляция на обоих проводах. Хотя, конечно, не идеально. Так, хорошо. Что дальше? Давайте еще попробуем эти тоненькие кабели. Да больше они сильно не нужны. Раз. Зачищено. Немножко, конечно, подгибает с этой стороны. Вот. Подгибает с этой стороны. Да. Подгибает вот с этой стороны. Да что ж такое? Вот. Вот он. Часть вот эта загнутая. Так, и остальной кусочек, отрезок снять более проблемно, да? Да, увы. Так, а смогу ли я этот же провод, допустим, вот он, синий, вот, синий целый, зачистить, в принципе, вот таким механизмом? Да, тоже могу. Но насчет повреждений тут я садить не буду, ибо сложно что-то сказать, есть они тут, в принципе, или нету. Или нет их. Ладно, это все интересно, но попробуем еще коаксиальный кабель. На совсем наш эксперимент проведем такой интересный. Что ж получится, да? Вот он у нас коаксиальный кабель стандартный.
750 метров каких-то или что-то такое. Пробуем зачистить. Он снял верхнюю изоляцию, замечательно. Ровненько снял, кстати. Вроде ничего не оторвал, да. Да, все целое. Так, теперь внутреннюю изоляцию попробуем. Да, и внутреннюю он снимает тоже весьма и весьма шикарно. Вообще без проблем. Ну, как с той стороны. Как инструмент, по крайней мере, мастер по подключению телевизоров, он точно уж годится. Прям ускоряет, реально чувствуется работа. Вот так, все. Все зачищено. Замечательно. Итог. Здесь вроде бы нет никаких проблем. Вот. Значит, инструмент получается неплохой, хотя вот мне есть вот это значение вот этого вот ограничителя абсолютно не ясно. Не буду врать, зачем нужен, я не понимаю, но зачем-то, наверное, нужен. Возможно, его... его еще... Да, это, походу, просто ограничитель, то есть на глубину, чтобы, я так понимаю, провода все получились одинаковые. Ну-ка, давайте как-нибудь вот так вот пробуем. Раз. Не хочет. Сюда. 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 Вот сюда. И вуаля. Да. Ну, чуть-чуть разница есть все равно. Вот видно. Небольшая. Разница все равно присутствует, но в принципе ясно. Похоже, вот для этого именно он нужен. В общем, инструмент в принципе неплохой получается, да? Обжимники. Ну, это обжимники такие. Вот он прописано здесь. В общем, ничего, я думаю, ими особо не обжать, так по-человечески. Но, тем не менее, они есть на крайний случай, да? Пружина. Две пружины. Вот одна, еще вторая. Получается, что у нас тут есть какой-то регулировочный механизм. Не буду его на всякий случай пока трогать. Вот эти вот две части, они заточены, то есть они острые достаточно. Ну, в принципе, все работает достаточно интересно. Получается, сложно сказать, как по скорости, но по удобству он явно будет лучше, чем работать обычными узкогубцами или плоскогубцами. А, допустим, вот коаксиальный кабель, я вообще не уверен, что я смогу зачистить узкогубцами. Я даже уверен больше, что я не смогу это сделать. Да, это не получится так просто. Вот такой вот инструмент. Ссылку я помещать на него не буду. Я помещу его название для поиска, соответственно, в описании, да. И если вы захотите, вы сможете, я думаю, я уверен, вы сможете его найти. В принципе, название я уже, в общем-то, говорил, вот оно. Да? Вот таким запросом можно найти. Таких вариантов я видел несколько, я выбрал именно этот тут. Кстати, ручки очень приятные, хорошо лежат в руке, прорезиненные. Вроде даже грязь не цепляют, но тем не менее очень и очень приятно. Лежат крепко. Неизвестно, правда, насколько хватит этого механизма. Но металл, в принципе, металл неплохой вроде бы. Вроде бы металл, скажем так. Ладно, всем спасибо, всем удачи.